Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр. Я живу в Анапе, рассказываю об Анапе. Сегодня у меня традиционный понедельничный стрим, в котором я рассказываю о том, что произошло в моей жизни за прошедшую неделю. А сегодня что я о чем хочу рассказать? Таких грандиозных событий не было. Расскажу, значит, что я читаю, как я сейчас и в какой нейросети генерирую картинки. Ну, и я думаю, отвечу, конечно, на ваши вопросы, потому что вопросы всегда интересные. И вот первый наш посетитель, первый гость – это Алексей Скворцов из города Государственного Преступника. Он написал в чате. Кстати, пользуйтесь чатом во время стрима, а те, кто будет смотреть стрим в записи, ну, задавайте вопросы в комментариях. Я постоянно отслеживаю, что мне пишут люди, не только под свежими моими видео, но и под старыми, даже очень старыми. YouTube это позволяет, поэтому я всегда с удовольствием отвечаю и на комментарии под какими-то старыми видео, иногда даже вступаю в какие-то дискуссии. Вторая социальная сеть, которая я постоянно у меня на виду и в которой я всегда реагирую быстро-быстро, это ВКонтакте. Просто почему об этом говорю? Потому что иногда некоторые мои подписчики, люди, которые меня знают, они пытаются до меня достучаться через WhatsApp и через Telegram. Иногда обращаются с какими-то такими срочными сообщениями, с просьбой помочь, допустим, что-то там им нужно или сгенерировать, или сделать в каком-нибудь графическом редакторе. А я обнаруживаю эти сообщения только через какое-то время. Вот, потому что Telegram, он всем хорош, но может быть у меня какая-то неправильная настройка, но те сообщения, которые мне пишут, они не выходят вот на первые позиции. Если бы это было бы здорово. Вот кто-то мне, допустим, написал, и я открываю Telegram, и там стоит уже в первой строчке те сообщения, которые мне пишут. Но нет, чтобы найти сообщения, которые мне написали, надо, а у меня очень много подписок на различные каналы Telegram, это надо листать, и где-то там, может быть, в середине обнаруживается, что кто-то мне написал в Telegram. Это очень неудобно. А вот ВКонтакте там очень просто. ВКонтакте я сейчас использую очень активно. ВКонтакте я выкладываю, во-первых, все свои генерации, все свои какие-то фотографии, пишу сообщения какие-то. Если раньше я в живом журнале сообщал обо всем таком животрепещущемся, то сейчас у меня ВКонтакте, ну, говорят, конечно, что ВКонтакте, когда вы пишете что-то ВКонтакте, это сеть такая прозрачная для нашего государства, но я не пишу ничего, никаких крамольных вещей, все это очень такие бытовые темы, картинки, так что в дискуссии я ни с кем не вступаю, которые мне не интересны, или какие-то такие запретные темы. Тех, кто меня каким-то образом оскорбляет, я сразу баню. То же самое и в YouTube. Если кто-то настойчиво... Люди, знаете как? Они сначала проверяют границы как бы твоего психологического терпения. Вот они сначала одно какое-то колкое слово напишут, потом два, потом три, потом еще. И потом все-таки они переступают какую-то красную черту и идут в бан.
Вот. Я человек, в общем-то, добрый, и через какое-то время, может быть, там месяца 2-3, полгода, год, я их разбаниваю, и опять они могут что-то писать, но если все это повторяется, снова идут в бан. Вот. Я давно уже понял, что вступать в дискуссии с людьми, которые непрошибаемые, с ними бесполезно. Поэтому не трачу на них время. Я ищу работу в Анапе с проживанием. Ну, вот мой друг Андрей, он нашел работу. Ну, вы знаете, что он, красивая его работа называется «Стюард белой мойки». Так вот, стюард белой мойки, причем это не просто там где-нибудь, знаете, в каком-нибудь захудалом гостевом доме или в каком-то там, не знаю, санатории затрапезном. Это новейший, самый новый пятизвездочный отель Анапы, который называется «Город мира». И вот Андрей туда попал и там работает. Ему нравится работа, он уже стюардом белой мойки работает пару лет, освоился там. Ну, работа, что сказать, сытная. Конечно, она трудная, тяжелая, но хорошо оплачивается. То есть в месяц можно получать 60-70 тысяч. Иногда люди живут в общежитии, тот, кто не хочет жить в общежитии, ну, общежитие, понимаете, сами, допустим, комната, там 10 человек. Кто любит уединение, они снимают или на двоих снимают какой-то номер, или один человек, как вот Андрей, снимает там за 10 тысяч и живет один. Так что, кто ищет работу в Анапе, тот всегда ее находит. Вот. Но я не являюсь примером, потому что я не ищу работу. Часто получается, что какая-то работа ищет меня, но я еще не всякую работу принимаю. Вот. Так что я, по вашему мнению, какой человек? Добрый или злой? Ты очень добрый. Ты не просто добрый, ты мягкий. Хотя еще и занимаешься таким жестким видом спорта, как тэквондо. Вот. Вообще вот эти единоборства, ну, они, наверное, и философия их такова, что иметь жесткий кулак, но добрую душу. И вот в этом, конечно, красота этого спорта. Так, ну вот 2 человека уже присоединились к моей трансляции. Друзья мои, не забывайте писать, кто вы, откуда, знакомиться, если вы впервые. Если вы уже неоднократно на моей трансляции, то пишите какие-то вопросы. Когда отвечаешь на вопросы, всегда интересно. Проходит трансляция. Так вот, друзья мои, предыдущие мои недели, они вот прошли под знаком кино. Я об этом говорил уже. 1 декабря закончились съемки фильма, в котором я снимался, который называется «Рассвет уже близок». И даже некоторые участники этого проекта выложили в интернет какие-то фотографии. Я сейчас вам покажу кое-что. Сам я не выкладывал, а вот то, что выкладывали другие, я покажу. Сейчас я перехожу в режим живых новостей. Ну вот, немного погодя. Сейчас найду. Так, переходим в живые новости. И... Ну, вот это пишет одна из участниц этого проекта. Здесь она выложила какие-то фотографии, но нас интересует вот эта фотография. Вот эта фотография. Это здесь только что закончилась
съемка одного из эпизодов. Здесь стоят главные герои, те, кто исполняет главные роли, и съемочная группа. Вот в центре стоит, вот я показываю мышкой, стрелочкой, это как раз Мальвина Третьякова. Это вот с хлопушкой тоже участница, гример стоит, другие участники, вот продюсер, Анна ее зовут, оператор Иаков. Ну, остальные все актеры, и вы среди этих актеров можете узнать и меня. Вот, так что ВКонтакте, ну, на моей страничке этого нету, но вот вам показываю здесь. Вот. Что еще рассказать? Ну, так как съемки закончились, этого проекта, конечно. А вообще сейчас съемки идут, и буквально сегодня заканчивается тоже съемка очень такого динамичного фильма современного. Это «Пираты 21 века». Но я в этом проекте уже принял участие, поэтому в дальнейших съемках я не принимал, хотя требовались люди, я показывал вам объявления. И те, кто здесь проживает в Анапе, в Геленджике, в Новороссийске, они, конечно, имели возможность принять участие в съемках этого фильма. Сейчас начался проект в Кабардинке, называется он «Лотерея». Ну, я не проявляю активности, чтобы участвовать в этом проекте. Ну, этот проект, он такой тоже, знаете, молодежный, специфичный. Он про танцоров. Вот, и поэтому там нужны актеры, которые танцуют. Танцуют танцы бальные, там, не знаю, еще какие-то народные, в общем, блатные, хороводные. Ну, я к таковым не отношусь. Есть там, конечно, роли различных людей и пожилого возраста, и среднего возраста. Ну, я как-то, знаете, вот, я говорю, что я бывает, что работу не ищу, работа ищет меня. Бывает, когда вот просто мне звонят и говорят: Александр, выручайте, приезжайте, снимайтесь. Вот тогда я все бросаю и еду. А как-то, когда есть какой-то выбор, ехать или не ехать, подавать заявку, не подавать, тут я, конечно, лень меня обуревает. Так, друзья мои, задавайте вопросы, кому что интересно. Вот Алексей спрашивает, я бы смог сниматься в кино? Я думаю, что если у человека есть большое желание и способность к обучению, если есть самодисциплина, кино ведь это прежде всего дисциплина. То есть это ранний подъем, бывает, что в 4 часа встаешь, в 5 выезжаешь, в 6 на площадке, выполняешь команды своего, как говорится, непосредственного руководства, то есть или ассистента по актерам, или бригадира АМС, АГС. Тебя сразу там отправляют одеваться, переодеваться, грим. Потом надо никуда не отлучаться. То есть всегда вот не просто там приехал и там праздность себя ведешь. Нет, об этом я уже говорил, что дисциплинированный актер, он имеет шанс и дальше продолжать сниматься, потому что если ты где-то накосячил, куда-то залез, где-то пропал, опоздал, донимал какого-нибудь там известного артиста с просьбой сфотографироваться там, или сам что-нибудь там сфотографировал и выложил в сеть, все это вот косяки, или просто вот мельчешишь там, что-то там задаешь какие-то вопросы, в общем, мешаешь.
Все, это только один день ты, как говорится, в кино побывал, и все, больше тебя не пригласят. Вот, поэтому, чтобы быть в киноиндустрии, нужно быть лояльным, гибким, дисциплинированным и выполнять то, что от тебя требуется. То есть я понимаю, что там проявлять какие-то свои способности и выпячивать их, это уже доступно актеру, с опытом. А когда ты только пришел и новичок, ты должен делать то, что тебе говорят. Ты там просто материал. Вот. Так что в кино может сниматься каждый, если обладает вот такими вот свойствами, качествами характера. Что еще? Значит, так как я в кино сейчас не снимаюсь, у меня высвободилось время, и я занялся вот как раз тем роликом, о котором я уже говорил. Ко мне обратилась одна женщина, она живет здесь в Анапе, и в школьные годы она занималась спортом, волейболом, и команда у них гремела на весь Краснодарский край, на всю Россию, и даже они на всесоюзных соревнованиях были и брали первые места, очень много наград. И она со своими подругами решила вспомнить это. Они собрали материалы, газетные вырезки, фотографии, различные награды. Фильм у них сохранился. Это вообще, конечно, уникальный фильм. Снимал отец одной из, подруг. На пленку снимал черно-белый фильм, как это бывает, такая кинохроника. И вот эти все материалы она предоставила мне, и я уже почти закончил работу над роликом. Ролик небольшой, несколько минут, до 10 минут, наверное, он. Мы его озвучили вместе с этой женщиной. И, наверное, сегодня я его закончу. Сегодня я его закончу и отправлю на проверку. Вот. Потом, если потребуется, где-то что-то доработаю. И, в общем-то, у меня еще освободится время. И я, наконец, приступлю к дописанию своего рассказа «Бомба для Парижа», о котором я уже говорил. То есть я выпустил уже 3 книги. Это стихи и очерки, 1 том и 2 том. И теперь у меня в планах том проза. То есть я хочу собрать туда все прозаические свои произведения. У меня они небольшие, рассказы. Некоторые я подвергну редакции. Я вот всегда равняюсь на Бунина. Бунин свои рассказы правил до самого последнего дня своей жизни. Не останавливался. Совершенствовал. Я человек не такой. И для меня важно, знаете, вот у меня есть рассказы, которые совсем я давно писал, еще в школе. Это «Кровавый ринг». И потом я уже, после армии писал «Золотой камень», такая небольшая повесть про индейцев. Специально для моего друга Жени Анисимова я писал. И там какие-то жаргонные слова есть. И потом вот я еще делал переложение пьесы Шекспира «Гамлет». Я потом тоже, когда уже буду над этим работать, я буду подробно рассказывать, почему я Гамлета взял. Вот там тоже есть какие-то жаргонные слова, которые употреблялись в то время, когда я писал. Они были актуальны, сейчас они уже забылись, некоторые, в общем-то, прижились и вошли в русский язык. Но, тем не менее, вот мне важно именно то мироощущение, которое было при написании этого рассказа, тот словарный запас, которым я тогда пользовался,
И поэтому я вот все-таки сторонник оставлять написанное в таком виде, в котором оно вот создавалось первоначально. Исключение я вот сделал для рассказа «Трюм», и для вот этого рассказа, который я сейчас, над которым работаю, это «Бомба для Парижа». Я этот рассказ очень серьезно перерабатываю и даже подключаю нейросети для того, чтобы там над отдельными участками работать, ну или какую-то информацию получать. Вот, потому что это тоже сейчас новое у нас в науке, в жизни. Поэтому думаю, ну как, есть нейросети, и вдруг я не воспользуюсь такой возможностью, даже вот просто ради любопытства, ради пробы. Это очень, конечно, интересно. Плюс еще будут иллюстрации. Я каждый рассказ проиллюстрирую картинкой, тоже созданной с помощью нейросети. Если раньше, чтобы вот картинку какую-то откуда-то взять, нужно подтверждать авторство, спрашивать автора, а теперь нейросети, они же позволяют, некоторые нейросети не позволяют, а некоторые позволяют использовать созданные картинки как авторские. Вот, поэтому с удовольствием вот это я все буду делать. После вот этого тома проза я еще хочу выпустить книжку. Я не знаю, какой она получится. Может, это будет тоже толстая книга, потому что это будет история нашего клуба «Последняя пятница», который существовал в Чите, который я вел в течение более 10 лет. Ну, да, мы 10 лет мы отметили. Это тоже большой пласт и моей жизни, и жизни моих друзей, причем в таком легком юмористическом ключе. Писал я вестник клуба «Последняя пятница». Это такой маленький таблоид, где я описывал какие-то интересные случаи, приключения моих друзей за месяц. Мы встречались раз в месяц, и вот там про Андрея Хрущева много, про Женю Анисимова, ну и про всех. Круг достаточно большой, ну, костяк составлял нашего клуба человек, наверное, 12, и там вот это все есть, это очень интересно. И поэтому я думаю, ну, нужно, конечно, это сделать даже вот для себя, ну и для моих друзей, может быть, кто-то тоже потом почитает. Так что вот у меня в планах на следующий год уже, наверное, да, на следующий год вот эти вот 2 книги, проза и вестник клуба «Последняя пятница». В этом году я подведу, ну, будет какой-то день выпадет, я подведу вообще итоги года. Это будет такой год у меня выдался интересным, поэтому вот финальный свой выпуск я сделаю, именно посвящу прошедшему году, старому вот этому. Что еще? Ну вот, к сожалению, пока все еще, наверное, спят, а восток страны как-то не спешит присоединиться к моему каналу. Вот единственный зритель, прямо как у Райкина, добрый зритель в 9 ряду, это Алексей Скворцов. Так, сейчас переходим к моим генерациям. Так, я перехожу в живые новости, открываю опять ВКонтакте. Здесь мы видим вот эта фотография со съемок, но нам она не нужна. Перехожу на свою страницу. И вот, смотрите, значит, генерировал я
Так, а может быть вот здесь вот можно? Сейчас посмотрим, как это получится, да. Я генерировал по промпту, взял один промпт, там было написано, что рыжая девушка в платье каком-то определенного какого-то стиля, ну, я так понял, какой-то такой простой народный стиль, и вот ее генерировал. Потом убирал некоторые слова, это последнее, то, что, видите, она вот такая вот, а сейчас она будет вот именно как первоначальный промпт, вот такая. Она, видите, рыжая, у нее веснушки очень такие, даже вот на плечах веснушки. И янтарные бусы. Я назвал этот цикл своих рисунков, назвал его «Янтарная девушка». Вот. Полные губы, это тоже было full lips по-английски, было обозначено в промпте. Вот тут, видите, у нее веснушек уже совсем немного. Волосы начинают курчавиться. Но платье сохраняет тот же стиль. Тут вместо янтарей у нее какой-то такой кулон. И на фоне осени. А это вот я пробовал, если предыдущие, вот эта генерация, смотрите, это генерация в программе Microsoft, а это в Stable Diffusion. Это программа, которая вот у меня стационарно установлена на компьютере, но, конечно, связана с интернетом. Вот. Она тоже делает рыжих девушек, но уже без всяких там янтарей. У нее вот здесь вот есть какие-то бусы, но это не в прямом смысле вот ожерелье. Вот, но почему-то вот так вот. Здесь у волосы ей сделали очень, конечно, густыми и такими прямо неправдоподобными, как и здесь тоже. Тут, конечно, страдают глаза, ну и какая-то просто, я бы сказал, некрасивая девушка получилась. Это я генерировал просто по запросу цветочные часы. Ну, в Анапе, знаете, цветочные часы есть. Вот так вот нейросеть их представляет себе. Кстати, неплохо. Ну, я генерирую в определенном стиле, поэтому у меня все мои генерации, они вот в такой синеватом таком оттенке. Это куб мудрости. Это тоже я увидел, что куб мудрости где-то установили в Краснодаре. Но я думаю, а как нейросеть представит куб мудрости? Вот она вот таким образом представила его. Кстати, интересно достаточно. Ну и вот такой тоже. Это иллюстрация к щелкунчику. Это тоже. Ну и эти композиции, они просто абстрактные. Тут какой-то квадрокоптер. Правда, такой-то странный, такой лопасть одна у него в сторону отошла. Ну ладно, и апельсины. Я не знаю, откуда он здесь появился, потому что о квадрокоптере речи не было при запросе. Вот апельсины были просто. Ну вот такой стиль тоже пробовал. Вот, это тоже сгенерированная картинка. Какая-то изба среди заснеженного поля и вот елки еще рядом. Ну, это еще вот две девицы. Это отдельно они. Плывущая черепаха. Черепаха, причем она в воде находится. Свет падает сквозь воду. И еще здесь такие, знаете, цветные. Вот если чернила в воду опустить, цветные чернила, они вот так вот начинают расплываться. Вот, пока не смешались окончательно, они очень красиво выглядят такими клубами. Это такой, я назвал эту картинку «Фруктовый взрыв». Я просто пробовал промпт,
где указывалась именно там выдержка, диафрагма, ну, такого виртуального фотоаппарата. Вот, поэтому получилось вот так. Это опять щелкунчик. Это опять цветочные часы. Это картинка аниме. Здесь она интересна тем, что вот видите вот эти вот огоньки, светлячки, которые летают. Какие-то вроде бы как цветочки, потом они перерастают в бабочек и светлячков. Ну, очень интересная вообще задумка такая. Вот. Тут просто интересно, как это все просто горит. Вот эти вот огоньки мне показалось очень интересно. Ну, это тоже промпт. Здесь, видите, бушующее море, парусник и бутылка, там тоже парусник. Я назвал «Буря в бутылке». Ну, серия козлов пошла. Это, значит, у меня серия пошла. У нас шторм-то был, и выбросила на мель сухогруз Blue Shark, голубая акула. Вот. Сейчас некоторые предприниматели уже возят туда за деньги экскурсии. Ну, и я решил вот как-то это тоже проиллюстрировать. Вот здесь даже нейросеть попыталась написать Blue Shark. Это тоже иллюстрации. Это у меня такая серия, которая называется «Картинки, навеянные новостной лентой анапской». Ну, вот это поясню. Это тоже тему навеяла мне новостная лента. В Питере есть такое понятие, как ледяные яйца. В Финском заливе замерзают комки льда, и вот они так вот плавают. Ну, не так часто, а погуще немножечко. Но вот я сделал тоже вот эти вот ледяные яйца. Это тоже иллюстрация о жизни в Анапе. У нас сейчас здесь мало, конечно, но кое-где можно видеть в частных домах, на частных территориях плоды хурмы. Тема дождя в Анапе. Это тема как раз опять этого сухогруза. Он сейчас стал такой точкой, куда выезжают люди, фотографируются. Вот тут даже можно прочитать Blue Shark. Это тоже, да, вот нужно было так составить запрос, чтобы получилось вот такое изображение.
Это опять про ядовитые грибы. Это мне написали, что зачем ты козла сделал? Надо барана. Ну вот я сделал, поменял козла на барана. Ну и это уже генерации в Stable Diffusion. Памятник. Белая шляпа. И сало. Дело в том, что нейросеть не все может сделать. И если она, допустим, бекон знает, что такое, но она не знает, что такое сало. Так вот, один разработчик, он натренировал нейросеть на изображение сала. И теперь сало можно генерировать. Вот я тоже попытался сгенерировать сало. Ну, вот таким оно получилось. Не знаю, как. Ну, по крайней мере, похоже. Похоже, да. И я считаю, что неплохо получилось. Так. Чем я еще занимался? Постоянно что-то придумываю и делаю еще, друзья мои, подкасты. Сейчас я вам покажу, наверное, как я работаю с подкастами. Ну, конечный продукт. Для этого сейчас я зайду в другой браузер. Так, в другой браузер я зашел. Теперь я сейчас найду свои подкасты. Я вам пока не показываю, но покажу сейчас. Вот я уже нашел. И теперь перехожу в режим показа экрана. Кстати, вот, друзья, видите, здесь у меня в углу появился QR-код. Те, кто хочет помочь каналу моему, вот наведите телефон сюда и сделайте. Мне приятно. Михаил Власенко. А меня забыли. Я не забыл. Я только сейчас прочитал. Здравствуйте, Михаил. Очень приятно вас видеть. Я вижу, вы впервые на моем канале. Очень приятно. И теперь, друзья мои, подкасты. Так, переходим в режим живых новостей и подкасты. Вот программа, значит, для создания подкастов. И у меня здесь, можно даже перевести. Так, нет, это не то. Так, где же мои подкасты? Где же они все? Да, вот они. Ну вот, допустим, слушаем. Не знаю, как получится. Татьяна Сокольникова. Память. Когда-нибудь я стану белым снегом и закружусь над этим белым светом, и полечу навстречу белым ветром, и за тобою лягу белым следом. И в долгий сумрак, разведя руками, я опущусь на крышу в наше детство. Весь мир задышит белыми духами, и я осыплюсь белыми стихами. У серого забора по соседству замрет сугроб, как белая улитка, и будет ждать, чтоб хлопнула калитка.
И ты вбежал с ватагой пацанов, виски белеют и белеет сердце. Уже не слышен звук твоих шагов. Спит та зима, засыпана другими, и старит время младшую сестру. Лишь память также стынет на ветру и вздрагивает, вспомнив твое имя. Когда-нибудь я стану белым снегом, и за тобою лягу белым следом, и растворится звук моих шагов, и ты меня накроешь белым пледом. Весь мир задышит белыми духами, и я осыплюсь белыми стихами в заоблачную даль твоих садов. Ну вот, друзья, это был подкаст стихотворения моей подруги Татьяны Сокольниковой. Мы с ней вместе работали в редакции газеты «Резонанс» долгое время. Она пишет замечательные стихи. И у меня, знаете, вообще родилась такая еще идея. У меня же среди моих друзей очень много поэтов. И я хочу сделать такой цикл выпусков или подкастов, или, может быть, видео, где я буду читать стихи моих друзей. Цикл будет называться «Мои друзья – хорошие поэты». И я не буду читать много, а выберу какое-то одно, может быть, два стихотворения, которые будут вот как-то представлять моих друзей-поэтов. Вот такой цикл. Это будет, наверное, интересно. Просто я долго искал именно форму, в которой я могу это сделать. Но видео, когда, допустим, вы видите меня, я не всем нравлюсь, поэтому смотреть на меня некоторые не любят. Вот. А подкаст — это только голос и наложение музыки. Поэтому я думаю, как раз форма подкаста для представления моих. И, кстати, можно это сделать и в режиме видео, но сделать какие-то генерации и сделать слайд-шоу, и очень интересно, друзья, получится. Здорово. Вот кто поддерживает мою идею, напишите в комментариях, поставьте лайки. Я сегодня почему-то не могу найти свою трансляцию. Не могу найти свою трансляцию у себя в телефоне. Вот. Но так как меня видел Алексей, то я спокоен. То я спокоен. И сейчас я ссылку свою перебрасываю о своем эфире в Одноклассники. Может, кто-то еще зайдет сейчас прямо. Напишу: заходи на эфир.
Как планируете отмечать Новый год? Новый год, ну, это будет еще один грустный Новый год, потому что радоваться стране, в которой сейчас очень такая напряженная обстановка, гибнет очень много молодых людей. Ну, как-то, знаете, и не очень правильно. Но, с другой стороны, Новый год есть Новый год, это праздник семейный, и дай бог, чтобы все семьи, я постоянно говорю на каждом стриме, что, друзья мои, больше общайтесь, встречайтесь со своими друзьями, родственниками, бабушками и дедушками, собирайтесь вместе вот в этот праздник, разговаривайте, общайтесь, рассматривайте старые фотографии. Почему я это говорю? Ну, вот я, когда работал над своей книгой родословной и тоже перебирал старые фотографии, порою вот хранится фотография у вас в семейном альбоме, а вы уже не помните или вообще не знали и не можете ничего сказать о людях, которые на ней изображены. Откуда эта фотография, что... Вот, мне это хорошо повезло, что мой брат Юра, он обладает хорошей памятью и поясняет. Но, тем не менее, все равно же я в эти фотографии не подписываю. Вот. Ну, я, правда, сделал книжку, и там много-много чего написал, и фотографии там сделал. Вот. Но, тем не менее, хочется иногда взять какую-то гелевую ручку, сесть вот с братом и перебрать фотографии и просто быстро-быстро там или год написать, или кто изображен. Вот. Это тоже такая работа, друзья мои, это тоже такая работа, и я бы вот посоветовал как-то вам, да, вот кто смотрит эфир, кто тоже когда-то задумывается, чтобы составить свою родословную, или чтобы этим занялись когда-то ваши дети или внуки. Так вот, чтобы облегчить им эту работу, просто нужно, во-первых, сохранять свой семейный архив. Ничего из него не выбрасывать. Какие-то грамоты, справки, трудовые книжки, старые паспорта, комсомольские билеты, письма, дневники, какие-то просто записки. Все это нужно... Ну, я думаю, что такой архив, он займет всего лишь какую-то небольшую папочку, да, коробочку. Вот. Но все это пусть лежит. И фотографии тоже переберите. Встретитесь со своими бабушками, дедушками, папами, мамами. Выберите как время и просто спросите, а где этот сделан снимок, а кто на нем изображен. И просто подписывайте. Это тоже работа, но она работа необходимая, чтобы сохранить память о наших предках, о наших корнях, что-то потом где-то восстановить, составить родословную. Это вот тоже такая работа, и она очень важна. Ну, это вот мысли о Новом годе, о встрече его. То есть встречайтесь, несмотря на то, что в стране сейчас очень-очень-очень плохая ситуация, и пока никаких просветов не видно, но, тем не менее, есть вокруг добрые друзья, единомышленники. Вот, проводите с ними время. И Новый год как раз очень хороший повод, чтобы встретиться, посидеть, поговорить. Я еще хотел сказать, что я приступил к чтению 8-го тома. 8-й же он, да? Да, 8-й том сочинений Салтыкова-Щедрина. Вчера у меня Наташа была выходная. Сегодня она на работу ушла. На новую работу.
она нашла новую работу. Это вот опять же к вопросу, можно ли в Анапе найти работу. Можно в Анапе найти работу, если вы этого хотите. Вот. Так вот, вчера мы сидели с ней, завтракали, и она мне читала книгу, сначала она мне читала книгу про колонизацию России. Ну, известно, что Россия же расширялась, да, на восток и дошла до Аляски. И все это, конечно, можно назвать словом колонизация. Очень интересная книга, почему эта колонизация была, как это связано со странами Европы, с Англией. И там интересная мысль приводится. Знаете, что вот когда мы смотрим на портреты королей, там, допустим, да, каких-нибудь английских, и смотрим на их меха, то за этими мехами, за их одеждами стоит какая-то боль и слезы людей, которые вот эти шкуры добывали где-то на северах Российской империи, на дальних восточных окраинах, на Аляске, понимаете? Вот, очень интересная книга. Я ее, кстати, делал, ну, обзор не делал, но когда посылка пришла, я вам показывал. А я, в свою очередь, когда Наташа мне, ну, почитала, я послушал, я говорю, теперь послушай вот моего любимого, ну, этот писатель стал моим любимым в последнее время, Салтыков-Щедрин. Я и стал читать, ну, буквально то, что не то, что я там какие-то выборочные места, которые я уже прочитал, а вот я просто начал читать с того места, на котором остановился. Вот. Но мы с ней так хохотали, потому что Салтыков очень четко схватывает обстановку в стране, которая была, а обстановка тогда, ну, это были 80-е годы 19 века, и нынешняя обстановка в России, она совпадает очень. Вот этот какой-то страх, когда ничего нельзя сказать, и тебя за это могут упечь, значит, за решетку. Вот, все это вот было, Россия уже это пережила, переживает вновь, никаких выводов не делает, опять, в общем, наступает на те же грабли. Ну, по крайней мере, когда читаешь это и думаешь, ну, пережила Россия эти времена, и мы переживем сейчас. Вот. Очень смешно. Про это вот доносительство, когда друг на друга стучат, когда боятся вообще обсуждать какие-то злободневные темы. Вот тут два героя идут, допустим, по улице Петербурга и видят суд. И понятно, что и коррупция была, и взяточничество было, и все, но об этом говорить нельзя было. И когда один из героев говорит, вот суд, и они сразу замолкают, и им сказать уже больше нечего, знают, что тема запретная. И один говорит, ну, прекрасно суд, ну, можно же говорить об архитектуре этого здания. Смотрите, какая архитектура, и двор, наверное, там есть. Тот поддерживает, говорит, да, есть и двор, а внутри-то сюда еще и буфет есть, а там в буфете-то, знаете, еще и водочку продают. Вот, и так это ж прекрасно, можно и правосудие справить, и еще и водочки в буфете выпить. Вот те темы, на которые можно было говорить. Вот, так что Салтыков это, ну, замечательный писатель. Замечательный писатель. Вот, я с удовольствием его читаю и всем советую. Так, ну что еще, друзья мои? Вот 5 минут остается до конца эфира. Задавайте вопросы, я отвечу, потому что 3 человека сейчас меня, целых 3 человека меня сейчас смотрят. Я надеюсь, что Алексей Скворцов еще никуда не ушел на свои тренировки. И, возможно, смотрит меня Михаил Власенко. Тоже не написал, из какого города, было бы интересно узнать. Ну, еще кто-то смотрит. Напишите, пожалуйста,
потому что без вопросов трудно уже о чем-то говорить. Я не знаю, что вас интересует, я, в общем-то, обо всем рассказал. Итак, сегодня я рассказал о том, что закончились съемки фильма «Рассвет уже близок», в котором я принимал участие. Я рассказал, что я продолжаю генерировать картинки. Они получаются очень интересными, просто замечательными. Я рассказал о том, что я читаю. Ну и вообще, да, Наташа устроилась на новую работу. Опять, конечно, по специальности. Она медицинская сестра, и поэтому устроилась. Она сегодня пешком ушла на работу. Если раньше она ездила, и дорога у нее занимала, ну, наверное, полчаса или даже около часа, если были пробки летом, то сегодня она ушла пешком. Ушла и, ну, так вот, как мы обычно рассчитываем, где-то 30 минут ходьбы ей до работы. То есть это центр Анапы. Центр Анапы. Кировоград, Свердловская область. Да. Вот читаешь вот такое и думаешь, когда же переименуют и Свердловскую область, и Кировоград, дадут им нормальные названия. Наверное, Кировоград же это был какой-то другой город, да? Как-то назывался. У него есть какое-то родное имя? Вот. А то получается у нас потом, что вот где-то я видел картинку такую, фотографию, там что-то там 600 лет городу Марксу. Какому Марксу? Этому Карлу Марксу 600 лет? Да нет, он вроде бы родился-то попозже. Вот. Но доходит до абсурда. Вот. Поэтому, или как у нас тоже в Анапе, Анапе 2000 лет, или там 2500, я сейчас точно не помню. Вот. Да какой Анапе? Анапе вот будет 177 лет со дня, когда император Николай I возвел ее в степень портового города. До этого это была крепость. Вот. А то, что было там при древних греках, это другая история. Это Гаргипий, может быть, 2000 лет, да? Древнегреческому городу. А Анапе-то уж никак не 2000. И вот такая путаница в головах, в учебниках, на плакатах, на баннерах, она, знаете, она до добра не доводит. Вот вроде бы это такая мелочь, но это все равно какая-то подмена, вводит в заблуждение, а в результате у человека в голове, особенно у молодых, складывается такая каша, что потом вот Россия оказывается в такой ситуации, когда вот, ну, дальше некуда, вот как сейчас. Поэтому все должно быть с умом. Ну вот, друзья, пошла последняя минута. Я всем желаю добра, мирного неба, чтобы родственники все были с вами, жены с мужьями, дети с отцами, братья с братьями, и чтобы все было хорошо, чтобы вся эта вот эта ситуация, жуткая ситуация, в которую трудно поверить сейчас, она скорее закончилась. Вот. Поэтому готовьтесь, встречайте Новый год со своими родственниками, друзьями, приятно проводите время. Ну и следующий год, может быть, да, принесет нам перемены. Будем все надеяться. В Анапе это второй год с 93-го, бывшая Калата. Все, друзья, пока, всем пока. Трансляция закончена.